Зная, что все лица привлекают наше внимание, художник должен подумать не только о подобии натуры, но также еще подумать о самореализации и показа в свет в наилучшем образе, чтобы показать, на что сконцентрировано внимание у автора. И здесь уже идет больше вопрос не о том, насколько подобен человек, а о том, как еще также художник хочет предоставить его зрителю. Так вот, в этом нам может помочь формат. Существует портретный обычный классический формат, это прямоугольник, чуть больше в высоту, чем в ширину, и где также существует пространство около сторон и плечи, шея, голова, корпус, не очень много. Так вот, дальше. Существуют также овальные формы, они не такие распространенные, но также присутствуют, так как, давайте подумаем, у нас голова, в общем-то, описывается в овал, поэтому овал это тоже такая хорошая форма для того, чтобы сделать портрет. Для создания идеального портрета необходимо знать пару вещей, которые упрощают нам жизнь. И первое, с чем нужно познакомиться, это длина портрета, когда художник должен решить, какую часть натурщика ему стоит изобразить. И первое, так называемый бюст в скульптуре, это голова, шея и верхняя часть груди. Вторая является общей для сидящих портретов, портрет длиной в 3/4. Это все то же самое, плюс корпус. И третий, для которых требуется чуть-чуть больше навыков, это все то же самое до колена. И такой портрет обычно предполагает, что натурщик стоит, находится в позиции стоя. Также давайте вспомним, что лицо, поворот лица, это также имеет огромное значение в изображении. И здесь у нас снова любимая цифра 3 помогает нам. Это анфас, профиль и 3/4. Если мы с вами, к примеру, вспомним Древний Египет, то можно отметить, что изображения богов и величественных всяких божеств будут изображены в профиль, чем в анфас. Что интересно, это совсем не стыкуется с христианской иконографией, которая изображала анфас как первоначальное предназначение для бога. Кроме того, размер имеет значение. Можно показать, насколько велик или мал портрет, зависит от назначения, а также от практических соображений. В общем, чем больше изображения, тем, ясно, больше и дороже материалов, и чем меньше, тем в обратную сторону. Что интересно до восприятия человека. Огромные портреты играют такую мощную роль, потому что за счет их своим размером предполагается, что объект, как было раньше в старину, что объект бог или он благородных каких-нибудь кровей, происхождения, видный в обществе или богатый. А маленькие портреты, такие миниатюрные картинки, они, как правило, бывают личными, интимными, что-то с таким характером. То есть это все у нас здесь в голове. Понятно, что когда мы видим огромное что-то, то это сразу бог, а когда что-то маленькое, то это что-то личное, такое свое. Это все играет нам на руку, мы всегда думаем об этом, и когда хотим показать характер чего-то, какого-то изобразительного искусства, мы сразу понимаем, как его изображать. Немаловажным является масштаб. Масштаб, независимо от того, заполняет ли натурщик весь холст, или же рядом есть какое-то пространство и предметы. Давайте подумаем о том, что если вы изображаете не только портрет на холсте или бумаге, будь что это любой материал, мы сейчас говорим о портрете, то нужно помнить, что предметы и пространство, которое окружает зрителя на картинке, смотрите, берем меня, что все пространство показывает характер человека, оно показывает его быт, его культуру, его характер и повадки, черты. Это облик, человеческий облик. Если меня убрать, то все мы знаем, что когда мы приходим в квартиру к кому-нибудь в гости, то первое, что мы смотрим, ну не первое, а как бы мы интуитивно анализируем, мы смотрим на то, какой человек посредством предметов. Поэтому включение декораций и реквизита художник, возможно, больше рассказать о характере, интересов и жизненной ситуации человека, которого он изображает. Ребята, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, оно было безумно полезным, безумно интересным. И я жду вас в следующих видео. До новых встреч!